Всем привет из летней морской Москвы. Почему морской? Потому что постоянно в последнее время дует ветер, откуда-то периодически летают и пролетают мимо чайки. Единственное, нет моря. Ну ничего, нарисуем, будем жить. Я сегодня на фоне вот такой красоты. Жалко, что я не могу вам передать аромат этого жасмина. Пахнет, я вот уже полдня никуда не хочу уходить, и меня дождик выгоняет. Уже слышите, гром гремит? В общем, пойдемте готовить домой. Фарш на ночь я достаю из морозилки. Обычно я замораживаю его вот такими пластами. Это очень удобно. Потом он быстро размораживается. Просто на ночь перекладываю из морозилки в холодильник. К утру мясо разморожено. Для начала надо подготовить баклажаны. Я их сейчас частично очищу от шкурки. Сейчас покажу вам. Полностью я ее не снимаю. Если вам не нравится, можете снять полностью. Очищу все баклажаны и потом покажу, что буду делать дальше. Вот так я почистила все баклажаны, полосатые их сделала. Сейчас я уберу все лишнее и дальше покажу вам, что буду делать. Теперь нарезаю баклажаны на кружочки. Слишком тонкие не делаю, вот так прям буквально по сантиметру нарезаю. Вот так. Обычно я беру для этого обеда баклажаны такие тоненькие, которые и вдоль их, если они слишком длинные, там на 4 части, 3 части, покороче на 2 части и в длину. Вот так, и они очень симпатично смотрятся. Я сразу поднос выстелила бумагой. Вот так нарезанные баклажаны выкладываю на поднос. Если у вас есть длинненькие баклажаны, можете взять их. Мне с теми больше нравится, но что-то я сегодня не нашла такие нигде. Как назло, везде были толстенькие. Так, все выкладываю теперь и слегка их солю. Вот так присаливаю. Обычно сейчас баклажаны не горькие, уже сорта, наверное, не горькие. Это я делаю для того, чтобы вышла лишняя влага, чтобы потом они меньше в себя впитывали жира. Все, и оставляю чуть-чуть, чтобы они пустили свой сок. Помыла уже кабачок, очищу его полностью от кожуры, пока у меня здесь доска и нож. Лук я уже почистила, у меня вот 3 крупные луковицы. Сейчас пока сделаю все, чтобы все для фарша заготовлю. Кожуру не оставляю, хоть он и молоденький, но она мне здесь не пригодится. Это почистила. Сейчас опять все уберу. И сразу же нарежу зелень. У меня кинза. Если кинзу не любите, не кладите, положите то, что вы любите. Мы кинзу обожаем, так же, как и баклажаны, поэтому добавляю в фарш кинзу. Так уже делаю, чтобы потом сразу все убрать ненужное. Луковицы тоже подготовлю, я их сегодня пропущу в блендере. Не буду нарезать. Максимально быстро. Лука кладу побольше, чтобы фарш был сочным. Очищаю чесночок. Много не надо, просто чтобы его издалека было слышно. Чувствовался где-то издалека. Если чеснок не любите, конечно же, не добавляйте. Берете фарш тот, который вы любите, который вам нравится. Теперь лук я отправляю в блендер. Нет блендера, нет измельчителя, не проблема, можно нарезать. Ну вот так, до такой консистенции. Я его слишком в пюре не буду перемалывать. У меня нет в семье тех, кто не переваривает лук, поэтому я вот так кладу. И еще лук я сейчас слегка буду обжаривать. Не обжаривать даже, а пассерую до чуть-чуть, чтобы он мягкий стал, чтобы было вкуснее. Сковородку разогреваю и наливаю растительное масло. Пока лук пассеруется, я заправляю фарш. Соль, как всегда, по вкусу. Положу, попробую. У меня соль с мятой, это я сама делаю. Вы можете положить просто обычную, если любите мяту, сушеную добавьте. Если кому интересно, я покажу, как я делаю эту мятную соль. Сейчас сезон мяты.
Так, добавляю черный перец. Добавляю красный острый перец. Это, конечно, по вкусу. Ой, сейчас чихну. Я добавляю пол чайной ложечки копченой паприки. Она придаст вкус копчености такой. В общем, будет вкусно. Добавляю сюда панировочные сухари. Сухари я делаю сама. Если купите, ничего страшного, не суть. Можно самим сделать, можно купить. Сюда же отправляю чеснок через чеснокодавилку. Через пресс для чеснока. А то, как говорит, чеснокодавилка, чеснокодавка, чеснокоудавка. Сюда чеснок молоденький, поэтому я кладу вот буквально сколько у меня тут, 6-7 зубчиков, но они маленькие, тоненькие, не острые. Сами знаете, молодой чеснок, он не сердитый. Все эти зубчики, как один зубчик старого на вкус будет. Сюда же я натру кабачок. Чтобы не добавлять в фарш воду, и с кабачком вкуснее. Помимо того, что он даст влагу, он еще даст хороший вкус, придаст воздушность мясной составляющей нашего обеда. Все пропорции я примерно напишу в описании под видео, потому что, сами понимаете, обед, вкусы у всех разные, на соль, на перец. Я напишу, сколько кладу я чего, а вы сделаете, как нравится вам. Я сюда сразу же отправляю кинзу. Ему кольцо, пока лук у нас не спассеровался, не размягчился, я перемешаю. Лишним не будет для фарша. Лишний раз его помешать, это ему только на пользу. Мне пока фарш суховатый, но я еще лук не добавила. Сейчас лук я уже выключила, сейчас он остынет. Добавлю, буду мешать, и будет видно уже, достаточно влаги или нет. Лук довела вот до такого состояния, до мягкости. И все, пусть он остывает пока. Баклажаны уже отдают влагу, и я их буду хорошенечко стараться отжимать. Взяла вот кухонное бумажное полотенце. Многие кладут в это блюдо баклажаны сырые. Мне не нравится. Мне вот этот вкус вареных баклажанов совсем не по душе. И вот так стараюсь как можно сильнее отжать баклажаны. Вот таким образом. Они все равно, конечно же, будут впитывать масло. Такие они вот прожорливые любители масла. Но все-таки меньше, чем если не сделать этого. И вот так я буду отжимать все баклажаны. Понадобится много полотенец. Вот так сразу по несколько штучек кладу. Вот так. И хорошенечко прижимаю их. Видите, все сразу промакивается. Если бы они были тонко порезаны, еще на них их придавить, потом они, когда пожарятся, будут как эти сухарики. Не очень вкусно. В данном обеде не нужно тонко жарить. Сковородку разогрела. Добавляю растительное масло без запаха, рафинированное. Можете оливковое, если вам нравится. Это уже на ваш вкус. Можете на гриле, можете, кстати, не жарить, а отправить в духовку. Но мне вкуснее вот обжаренные баклажаны, хоть убейте. Масло у меня согрелось. Баклажан за это время уже все отжала. И обжариваю. Пока я баклажаны обжариваю, фарш настаивается и пропитывается соками. У меня уже готова вторая партия баклажанчиков. Я их выкладываю, как вы заметили, в ту же сковородку, в которой жарила лук. Лишняя грязная посуда нам не нужна. Бережем чистую посуду, бережем руки. Мои баклажаны уже практически готовы. Вот пару штучек дожариваю. И хочу показать, вот плиту я сильно не испачкала, девочки. Если переживаете, что все в брызгах.
Вот так. Главное, слишком сильный ход не делать. Баклажаны готовы. Двигаемся дальше. Будем собирать наше блюдо. Значит, баклажаны обжаренные, фарша я вам сказала, здесь много, но это на ваш вкус. Можно больше мяса, кому как нравится. Можете больше сделать фарша, больше мяса будет, потом еще с чем-то поесть. В общем, все на ваше усмотрение. Я сейчас буду делать, вот я взяла блюдо и на него буду раскладывать. Сначала соус приготовлю. Я сегодня взяла вот такие томаты протертые. Кто меня смотрит давно, видел, что я готовила томаты протертые, говорила, обязательно готовьте, всегда пригодится. Я пользуюсь, вот у меня остались даже несколько банок, хотела вам показать, с ними ничего не случилось, абсолютно целые, ничего не вздувается, могут и 2, и 3 года лежать. Ну, у нас просто не задерживаются помидоры, а так всю зиму и до следующего сезона помидоров это очень удобно, во все обеды я кладу постоянно. Если вы мало используете, можете в маленьких, я обычно в 700-ках, можете в маленьких баночках, чтобы на раз, но у нас не остается. Если даже в банке осталось, кто-то обязательно сразу это съест, так что не услежу, если вовремя обед не приготовила. В общем, давайте собирать наше блюдо. Я сегодня вам показываю протертых помидоров из магазина. Ну, чтобы вы видели, что из этого тоже спокойно можно приготовить. Я сразу, чтобы, как всегда, лишнюю посуду не пачкать, я сюда сразу наливаю томаты. Томатный этот соус. Ну, называется томаты протертые, только которые без кусочков томатов. Сейчас еще водичку. Мне надо, чтобы он был такой пожиже, не совсем густой. О, у меня в чайнике вода горячая, ничего страшного. Добавлю сюда и воду тоже. Размешиваю и смотрю на консистенцию. Слишком много соуса набирать вот эту форму тоже не надо, потому что потом будет из мяса еще влага выделяться, жир, и чтобы у вас все это не вылилось. И чтобы не суп получился, а обед. Блюдо в соусе. Все, воду тоже добавила. Теперь добавляю сюда соль. Учитывайте, что баклажаны у нас были присоленные, я их не мыла, я их просто отжала. Ну, соль почти вся и вышла вместе с этой влагой. Соль. Добавлю сюда. У меня смесь перцев. Можно просто красный, черный, какой хотите перец, какой вам нравится добавить. Я добавлю смесь, у меня тут красный, черный, белый. Так, добавляю сюда базилик сушеный, у меня красный. Если у вас зеленый, добавьте зеленый. Я добавляю красный, никто не жалуется. Измельчу немного кориандра. Зернышек. Если есть сразу молотый кориандр, добавьте сразу молотый. Свежесмолотый будет. Вот у меня кориандр. Можете это, конечно же, сделать заранее. Просто когда его только растолчешь, очень ароматный, он очень вкусный получается. Тот, который готовый, молотый, продается в пачках в магазинах, он не такой аромат. Ну и любая специя, даже перец вы покупаете, когда открываете пачку, он сначала вот такой прям чуть полежал, в следующий раз готовите, перец уже не имеет такого аромата. Поэтому я люблю свежесмолотые специи, свежемолотые. Это всегда ароматно и вкусно. Добавляю сюда. Ну вот так, не жадничаю. Прям все, что намолола, сюда я отправлю. Или натолкла. Я добавляю паприку еще, она у меня остренькая, собственного приготовления. Сейчас я руки помою. Все это перемешиваю. И еще чуть не забыла, секретный ингредиент. Обязательно там, где томат, надо добавить немножечко сахара. Кстати, в томаты, которые я сама готовлю, сахар туда я уже добавляю, не обязательно сюда. Правда, сейчас везде сахар добавляют, но все равно там, где кислота томатная, обязательно добавляйте сахар. Он сразу сбалансирует вкус и сразу заиграет другими красками ваше блюдо.
Такое количество сахара никому не повредит, ну, как специя в данном случае. Ну, если вы совсем не хотите, не кладите. Я вас не заставляю. Все это размешиваю. И смотрите, важный момент. Вы обязательно попробуйте свой соус, как вам нравится на вкус, чтобы он вам был вкусный. Вот пока не доведете до такого, вот чего не хватает, и добавляете в свой соус. Когда вам будет вкусно, значит соус готов. Мой соус готов. Вот такой он по жидкости. Хочу показать вам. Вот такой текучий. Начинаю собирать блюдо. Из фарша буду делать колобочки. Сначала я делаю такие лепешечки. Я кладу внутрь в каждый шарик кислую алчу. У нас продажа на рынках обычно. Вот такая она вяленая, наверное, кисленькая. И внутри есть косточка, смотрите. Если вы не любите, не хотите эту составляющую, просто не кладите. Нам вкусно. Вот когда вот это внутри, ну все знают, что внутри вот эта штучка, что там косточка, и едят уже аккуратно. А так, если вам не нравится, если нет в наличии, не кладите и все. И даже не парьтесь. Скатала шарик. Кладу баклажан. Почему я говорила, что люблю длинные баклажаны сюда класть? Оно так красиво смотрится. Полосатый баклажан длинненький и в шарик. И вот так очень мне нравится и вид. И вкус-то один и тот же, понятно, но более нарядно получается. И вот так я буду скатывать все вот эти колобочки свои с алчой внутри. Я знаю, что многие готовят это блюдо, но каждая хозяйка готовит по-своему, на свой вкус, на свой манер. Я показываю, как готовлю я. Очень популярно это блюдо в Турции. Там всегда, мне кажется, в сезон овощей можно встретить это блюдо на каждом столе практически. Больше мяса или больше овощей или поровну решать только вам. Это ваше блюдо, это вы будете готовить. Как вам нравится, сколько чего больше, чего меньше, это на ваше усмотрение. И духовку я как начала готовить, перед тем, как начала готовить соус, я уже включила на 200 градусов, режим вверх-вниз. Пускай разогревается, все это очень быстро делается, поэтому пока я все это подготовлю, духовка разогреется. Как я и сказала, фарша у меня много, ничего страшного. Если бы поместилось, все бы сюда положила. Я баклажаны вот буду между еще докладывать. Баклажаны хочу все использовать, поэтому я между шариков еще распределю баклажанчики. Потому что они еще ужарятся, когда будут сейчас готовиться баклажаны. И их будет не так заметно. И вот такое уже красивое блюдо получается. Теперь смотрите, сверху я разложу немножечко помидорчиков. Это, конечно же, не обязательно. Помидорки черри я вот так сверху пораскладываю. Пускай они тоже для красоты. Это совсем не обязательно, это просто для красоты я кладу. Ну и вкусненькие они. Добавлю для аромата, у меня острый перчик есть. Вот так его слегка разрезаю, он уже у меня чуть подустал, конечно, но ничего, пойдет. Ничего не достаю, вот прям сверху. Чуть-чуть его притоплю. Вот так. Все, и отправляю все это в духовку, разогретую на 200 градусов, как я уже сказала, режим вверх-вниз. Мне надо, чтобы мясо приготовилось, потому что баклажаны уже практически готовы. Надо, чтобы вот это все мясо приготовилось, и можно кушать. Я еще прям целиком, вот только хвостик чуть отрежу для эстетичного вида. И прям целиком положу еще перец в духовку. Пускай пока блюдо готовится, я рядом его положу. Пусть он тоже запекается. И сейчас, где я баклажаны куда складывала, сюда же я отправлю. У меня молодая картошка, я ее помыла. Блюдо можно, конечно, подать самостоятельно. Я вот так картошечку молодую, просто вам показать несколько штучек.
кладу прям в этой же сковородке, где баклажаны хранила, куда перекладывала баклажаны. Включаю газ, наливаю чуть-чуть водички. Картошечка молодая, она сейчас будет пока приготовится наш обед в духовке, и картошка будет тоже готова. Накрываю крышкой, заметьте, чуть-чуть, можно еще чуть-чуть добавить. Пока не солю, ничего не делаю, все, пусть она тут парится. Можно сначала прибавить газ, когда закипит, убавить, и на тихом ходу пусть она пропаривается и готовится. Вот вода закипела, я убавляю ход газа, и пусть тихо-тихо она томится, картошечка наша. Вот так. Выкладываю на тарелочку. И мне уже вкусно. Картошка. Вкуснее картошки что может быть? И вот такая красота у нас с вами сегодня получилась. Сейчас чуть подостынет, я положу все уже на тарелку и будем пробовать. Я, конечно же, хочу достать, немного показать вам, как это выглядит. Вкус передать, понимаете, сами не могу. О, видите, как все мягко, как красиво и сочно, как я люблю. Баклажаны у нас пропеченные, сочные, мясо сочное. Посмотрите, даже пробовать не буду, и так видно. Посмотрите. Можно подать как самостоятельное блюдо, также можно подать ну вот сегодня я картошечку вам для примера приготовила, а вообще-то я люблю и с гречкой. Вместо подливы вот этот соус очень вкусно, то есть и подлива здесь, и сразу все, 3 в одном. С макаронами, в общем, любой гарнир, какой хотите. Хотите с овощами, хотите без ничего, это уже на ваш вкус. Я тут вот мяту собрала, показать вам, как делаю свою вкусную соль. И, конечно же, я хочу показать вам, как выглядит внутри вот эта кюфтушка, тефтелька. Вот, посмотрите, хочу, чтобы вы увидели, что очень сочно все. Мясо сочное. Вот наша алча внутри. Вот так вот это все выглядит. Можете полить его тоже сверху соусом вот так. И будет еще вкуснее вам. Вот таким блюдом я хотела сегодня с вами поделиться. Это очень вкусно, сезонно, сытно, с любым гарниром. Хочу сказать всем большое спасибо за подписку, за лайки, за добрые комментарии. Ну а я с вами на сегодня прощаюсь. Желаю всем всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока.